Градус растет. Зеленский назвал главный страх Путина. Какой сценарий готовит президент на встречу в Венгрии? Дипломатический разрыв из-за угрозы безопасности. Берлин экстренно отзывает своего посла. Европа на пороге нового конфликта. Самый защищенный мессенджер оказался очередной фантазией. Теперь данные всех жителей страны можно купить в интернет. Может быть, твои тоже? Два главных провала Кремля, где просчитался Путин и кто снова его подставил. Новый рекорд. Великая депрессия отдыхает. На что массово подсаживаются россияне? И насколько эта зависимость опасна? Может быть, ты тоже уже с ней? Об этих и других главных событиях утро понедельника, 20 октября. Самые важные и срочные новости, эксклюзивные подробности. Вы смотрите информационный выпуск «Нехта». Оперативно о событиях в России, Беларуси, Украине и мире. Раньше и понятнее других. Все, что нужно знать сегодня. Зеленский собирается в Венгрию. Президент Украины заявил, что готов принять участие во встрече в Будапеште, где в ближайшее время могут встретиться Дональд Трамп и Владимир Путин. Я действительно не знаю, готов ли он к настоящим мирным переговорам. Конечно, рано или поздно наступит момент, наступит время, когда на него будет оказано достаточное давление, и тогда он будет готов. Он боится, потому что хочет оставаться президентом до самой смерти, а для этого ему нужна поддержка общества. Поэтому он рассчитывает на продолжение этой войны. В том-то и заключается главный вопрос. Дональд Трамп, впрочем, пока подчеркивает, что встреча с Путиным планируется как двусторонняя, но мы знаем, что все может очень быстро поменяться. А как вы думаете, было бы лучше, если бы на встречу Путина и Трампа в Будапеште неожиданно вломился Зеленский? Пишите в комментарии свои мысли. Швеция призывает Европу включить режим войны, чтобы сохранить мир. Заявление министра обороны стало одним из самых жестких предупреждений Европе о необходимости перестать воспринимать мир как данность и начать действовать, пока не поздно. Чтобы сохранить мир, мы должны быть готовы к возможной войне, и морально, и военно. Мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир. Мир — это не подарок, это то, что нужно защищать каждый день. Этот мир точно не подарок, но призыв шведского министра могут воспринять как подстрекательство к войне, особенно российская пропаганда. Мы поговорили об этом с экспертом, можно ли действительно именно так трактовать его слова. Хороший вопрос. С моей точки зрения, где-то с начала 2025 года европейские страны, особенно Балтийского региона, то есть и Польша, и Швеция, которая долгое время была нейтральной, всегда готовила себя защищать, Финляндия, там балтийские страны, они находятся в таком полувоенном режиме. Они будут пытаться внедрять программы по вооружению, так сказать, они сейчас мобилизационные ресурсы проводят, оценку, анализ возможности, так сказать, призыва. Швеция, кстати, летом, насколько я помню, продлила возможность призыва офицерского состава до 70 лет. То есть те люди, которые получили офицерское звание, они теоретически их могут призывать до 70 лет в армию. То есть, такие мероприятия проводят. Хакеры взломали самый защищенный в мире мессенджер по версии его разработчиков. Утекли данные всех его пользователей. В Даркнете появилась информация о масштабном взломе мессенджера Max, который позиционировался как безопасный сервис для госструктур и бизнеса. На форуме в Darknet уже даже выставили весь архив записей на продажу. У меня есть полный дамп max.ru. В нем ровно 46 миллионов 203 тысячи 590 строк. У меня все еще есть доступ через VPN к их Salesforce и другим внутренним инструментам. Похоже, это мессенджер российского правительства и все данные на русском языке. Интересно, что ник хакера — «титушка». Слово, знакомое многим не только в России, но тут выводы уже делайте сами. В руки хакеров попали логины, телефоны, почтовые адреса, переписка и токены доступа. Более того, они утверждают, что внутренние системы Max до сих пор остаются открытыми. В российском сегменте интернета Max активно продвигается как мессенджер против мошенников, обещая военную защиту данных. Ну а теперь пользователи, похоже, стали жертвами самой масштабной утечки в истории сервиса.
Дипломатический скандал. Германия отзывает посла на фоне антиевропейской риторики властей. Министерство иностранных дел Германии объявило об отзыве своего посла в Грузии. Формально они вызвали его для консультаций в Берлин, а практически не факт, что он вернется назад. Руководство Грузии уже много месяцев разжигает ненависть против ЕС и лично посла Германии. В связи с этим было принято решение отозвать Фишера для консультаций и обсуждения дальнейших шагов. Фишер занимал пост посла в Тбилиси с 2023-го и неоднократно публично критиковал грузинские власти за отход от демократических стандартов и курса на европейскую интеграцию. Поводом для обострения отношений стал закон об иноагентах, принятый парламентом Грузии весной 2024 года. Документ, по сути, копирует российский закон об иностранных агентах и вызывает жесткую реакцию Брюсселя, который предупредил, что Тбилиси может утратить перспективу членства в ЕС. Не станет ли Грузия посредником в конфликте ЕС с Россией? Спросили об этом эксперта. Нет. Грузия сейчас, экономический рост в Грузии обеспечивается тем, что она является, с одной стороны, хабом транзитным для товаров двойного назначения в Российскую Федерацию и из Российской Федерации. Это основной бизнес Грузии. А второе, это множественные вот эти переселенцы, или как они себя называют, релоканты. Маловероятно, что они будут подрывать свою, так сказать, экономические основы. Китай вытеснил Россию с ее заднего двора. В Центральной Азии товарооборот с регионами уже вдвое выше, чем у Москвы. Пока Кремль 4-й год берет Киев за 3 дня, Пекин тихо и методично выдавливает Россию из Центральной Азии. По данным The Telegraph, в 2024-м товарооборот Китая с Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном и Кыргызстаном практически достиг 95 миллиардов долларов. Это вдвое больше, чем у России, чей объем торговли с регионом составил 45 миллиардов долларов. Еще 25 лет назад ситуация была противоположной. Россия торговала с центральноазиатскими странами в 5 раз активнее Китая. Сегодня же экономическое влияние Москвы стремительно тает, а ее место занимает Пекин. Китай не тратит время на спецоперации. Он строит дороги, прокладывает газопроводы, подписывает контракты на поставку урана, меди и нефти. Регион превращается в ключевой сухопутный коридор «Один пояс, один путь», проходящий в обход России. Как отмечает The Telegraph, Пекин готовится к возможной блокаде морских путей в случае конфликта с США, поэтому контроль над транзитом через Центральную Азию становится стратегическим приоритетом КНР. Москва же, занятая войной и санкциями, теряет даже то, что когда-то считала своей сферой безусловного влияния. Провал на Ближнем Востоке тоже. Путин не смог договориться о сохранении российских баз в Сирии. После визита нового лидера страны Ахмеда аш-Шаара в Москву стало ясно, что будущее российских военных объектов в Сирии под вопросом. Дамаск объявил, что соглашение, подписанное при Башаре Асаде о передаче России авиабазы Хмеймим и военно-морской базе в Тартусе, приостановлено и требует пересмотра. Глава МИД Сирии Асаад аш-Шибани заявил, что страна намерена строить отношения с Москвой, цитирую, «на благо сирийского народа, а не за счет его суверенитета». По данным источников в дипломатических кругах, на встрече обсуждалась и судьба самого Башара Асада, который после своего свержения в декабре 2024 года укрывается в России. Таким образом, несмотря на заявления российской пропаганды о непоколебимом союзе и стратегическом партнерстве, Путину не удалось сохранить гарантии для продолжения военного присутствия. Тревожный рекорд. Россияне этой осенью скупили почти 2 миллиона упаковок антидепрессантов. Максимум за 4 года. Осень 2025-го стала самой депрессивной для России за последние годы. По данным фармсетей, только в сентябре россияне купили почти 2 миллиона упаковок антидепрессантов на сумму почти 14 миллиардов рублей. Это на 33% больше, чем в прошлом году. Наибольший рост продаж зафиксирован в Красноярском крае, Москве и Подмосковье. Параллельно растет и спрос на анксиолитики, препараты от тревожности и панических состояний. Этот показатель стабильно увеличивается 3-й год подряд, особенно среди молодых россиян в возрасте от 15 до 28 лет. Эксперты связывают всплеск потребления психотропных препаратов с общей социальной нестабильностью, мобилизационным давлением и ухудшением экономической ситуации, отмечая, что страна буквально лечится от тревоги.
ВМС США уничтожили наркосубмарину в Карибском море. 2 погибших, но 2 выживших. Президент США Дональд Трамп опубликовал видео удара по полупогруженному судну, которое, по его словам, перевозило крупную партию наркотиков в сторону Соединенных Штатов. Кадры, размещенные в его соцсети Truth Social, показывают, как судно поражают боеприпасы с воздуха. Для меня было большой честью уничтожить огромную подводную лодку, груженную наркотиками, шедшую к США по известному маршруту контрабанды. По данным разведки, она была в основном заполнена фентанилом и другими запрещенными веществами. На борту находились 4 наркотеррористов. 2 убиты, 2 выживших переданы властям Эквадора и Колумбии. Президент добавил, что по оценке спецслужб, если бы субмарина достигла побережья, от наркотиков могли бы погибнуть до 25 тысяч американцев. Он также подчеркнул, что ни один американский военнослужащий в операции не пострадал. Это уже 6-я публично подтвержденная атака американских ВМС на суда, подозреваемые в перевозке наркотиков, с начала сентября. В результате таких операций, по сообщениям медиа, погибли не менее 27 человек. Белый дом называет кампанию вооруженным конфликтом с наркокартелями, но Пентагон не раскрывает подробностей проведенных операций. Отдельное спасибо, что досмотрели до конца. Спасибо за ваше доверие. Жду развернутых комментариев, лайков и репостов. Это важно, чтобы нас становилось больше. На этом пока все. До новых встреч и хороших вам новостей.